Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим последний матч предварительного этапа Кубка Канады 87 СССР-Канада. К этой встрече канадцы подошли, имея в своем активе 7 очков, а СССР 6. За победу давалось 2 балла, то есть в случае победы сборная СССР занимала первое место и в полуфинале выходила на сборную Чехословакии. Если же играла в ничью или проигрывала канадцам, то встречалась бы со сборной Швеции. В составе сборной СССР в этом матче из-за повреждений не смогли сыграть Александр Симак и молодой защитник Игорь Кравчук. Было небольшое повреждение и у Ларионова, но он все-таки вышел на лед. Зато Виктор Тихонов мог рассчитывать на прекрасно проводящего данный турнир Сергея Светлова, не игравшего в финале. Место в воротах занял Евгений Белошейкин. Сергею Мыльникову дали отдохнуть. У сборной Канады в воротах незаменимый Гранд Фюр. Вне состава остался Гуле. Майк Киннон решил сыграть в 11 нападающих. Вместо Патрика в обороне появился Мёрфи. Игра состоялась в Гамильтоне при переполненных трибунах. Все ждали зрелища, ведь на льду появились такие мастера, как Фетисов, Касатонов, Крутов, Ларионов, Макаров, Быков, Хомутов, Каменский, Бург, Кофи, Месье, Лемье, Грецкий. Не забудь подписаться, если нравится такой сумасшедший хоккей. Канадцы начали, как всегда, мощно, и Белошейкина нагружали с первой минуты матча. Сначала Саттер бросил мимо ворот. Затем Клод Лемье после паса Грецки не смог переиграть Белошейкина. Игра пошла на встречных курсах, без центра поля. Светлов чуть было не пробил Фюра. А Клод Лемье вновь проверил Белошейкина. Лемье сзади цепляет Фетисова, из-за чего Вячеслав ошибается. Судья молчит, но Белошейкин подчистил. In their forechecking, centering Lemieux to Gilmore, a shot off the skate, and then covered up on by Beloshakin. Хомутов обыгрывает Харцбурга, тот его держит руками, но Хомутов умудряется отдать Быкову. Фюр на месте. Swetlop trying to move in center, back off a drive, great glove save by Fure. На 6-й минуте Светлов отлично прошел по краю и выдал на пятак Ломакину, а тот не смог переиграть Фюра. И через 20 секунд Пряхин отдает назад Касатонову. Алексей под прессингом ошибается и отдает Лемье, который переправил Андерсону на пятак. 1-0. Сыграла старая хоккейная мудрость. Now Lomakin, who had that great chance trying to center. Tocchet can't get it, but Propp does. And here comes Murphy to Tocchet. Kasatonov is there defensively. And now the Soviets drop it back behind their own goal. Kasatonov checked out in front. Backhander, they score! Glenn Anderson, number 9. Really enjoying this as Tocchet gets it in against the boards. Now here comes big Mario Lemieux. He's going to wipe. После броска Гусарова Фюр поймал шайбу, и на пятаке Саттер бьет клюшкой в лицо Каменскому, но удаляют почему-то обоих. Back to the point, Gusarov a drive and Fure. A sliding acrobatic save again, and Fure has been brilliant. Well, I'll tell you something. I saw something I didn't like there, and I don't know what provoked it, but we saw Sutter just slash Kamensky across the side of the face with a stick. Now, it could have been retaliatory, but they're both... После хлесткого броска Быкова Фюр снова выручил свою команду. В целом, после агрессивного начала канадцев, первый период был с преимуществом советской команды. Счет по броскам 16-7 в пользу сборной СССР. Сборной СССР нужно было отыгрываться, и на второй минуте второго периода после броска Семенова шайба от борта выскочила к Светлову, и тот с неудобной руки с острейшего угла сравнял счет 1-1. Также ассистент Ломакин.
The other way, Lomakin to Semyonov, shooting, side of the net, they score! Tipped in by Svetlov, number 16, as he went cruising by the net. And Svetlov ties it at 1-1. Well, that was a bank shot because he was behind the net. And he looked like he put it off the back of Fuhr and got turned around. Watch him as he comes to the side of the net. Here comes the shot, and that just deflected. После этого сборная СССР обрушила несколько атак на ворота Канады. Сначала Фетисов не смог пробить Фюра, а во второй фазе атаки Ларионов с Крутовым перемудрили. And Himalev flips it ahead at center, racing after it, Priyakin, number 22. Priyakin centered, wide open, Fuhr, big save on Fetisov. And Canada quickly clear it. Fetisov was in all alone and Fuhr beat him. Here's Konstantinov. Konstantinov dropping it. Larionov moves in. Krutov trying to center, good defense. Не прошло и 2 минут, как сборная СССР уже вышла вперед. Сергей Макаров с неудобной руки выдал прекрасный пас Крутову, а тот в касание классно переправил шайбу в ворота. 2-1. Отметим Стельнова, который сковал Кофи, а Харцбург проворонил Крутова. Очень красивый гол. Stelnov, number 4. Stick handling beautifully, leads the Soviet rush to Makarov. Back in front, a shot, they score! Deflected in by Krutov at the side of the net. And the Soviets lead 2-1. And there's Vladimir Krutov that we talked about perhaps being the Soviets' best earlier. Well, he gets a great pass from Makarov, who goes in deep. Now that's Krutov jamming up in front of the net, and he just flipped it in. Now Gartner, whose job it is to look after Krutov, had gone to the bench. He had completed his shift. He, of course, didn't want to tire himself out there. Кофи откровенно руками держит Макарова, судья молчит. Через секунду Макаров не успел дотронуться до Грецки, тот уже упал на лед. Сразу удаление Макарова. Makarov gets away from Coffey, who spun him around, and then Gretzky upended, and there'll be a penalty to Makarov. Но сборная СССР в этом меньшинстве не только не пропустила. В одной из контратак Сергей Светлов после оставления Семенова сходу мощнейшим щелчком оформил дубль 3-1. Странно сыграл здесь защитник Кофи. Он еще и убрал ногу при броске. With Svetlov with him to Svetlov, he scores! Svetlov on a low booming shot. A short-handed goal, and it's 3-1 for the Soviets. Well, that's a bit of a shocker as they came out just in a seemingly ordinary 2-on-2. Worked a bit of a crossover here and the drop pass. And I think that, well, he let a great low shot go, but still, it's a stoppable kind of a shot. And it looked to me... На 32-й минуте канадцы вновь в большинстве. Месье хитро отдает за спину между двух игроков сборной СССР на Грецки, а тот передает на пустые ворота Бурку. 3-2. Разыграно красиво. Big Mario into Gretzky. Gretzky in front. Messier to Gretzky to Burke. They score! Raymond Bourque! После этого стадион закипел. Канадцы, почувствовав запах жареного, взвинтили темп, но Пряхин, пройдя как нож сквозь масло, мог огорчить Канаду. Здесь Фюр на высоте. Болельщики гнали своих любимцев вперед, но все атаки Кленовых разбивались о Белошейкина. Anderson leaving it for Gartner, shooting, double taken, save, Higgins shot it away, and Beckhoff lost it to Gretzky. Now over to Rossbourg, bouncing puck, Rossbourg a whack at it. Заканчивается период нарушением правил Клода Лемье на Ломакине, но после нарушения Клод подъезжает к Ломакину и толкает его рукой в голову. Ломакин не сдержался и ударил клюшкой по плечу Клода. Тот, естественно, хватается за лицо, а говорят, еще раньше не симулировали. Вот вам и канадцы. Судья дает обоюдное удаление, а сборная СССР так и не сыграла в этом матче ни разу в большинстве. Счет по штрафным минутам 14-4. 14 у СССР. Оба удаления Канады были обоюдными. Тихонов через переводчика долго пытался что-то доказать судье, но бесполезно.
Well, Lemieux laid the cross-check on first, and then I think he was trying to get Lomakin to go off with him. And Lomakin, not very Soviet-like, retaliated, and the stick came down, and Lemieux is indicating at least that he's been cut. And I think probably he's talked the Soviet player into a penalty. We'll see what Noah says. There's the cross-check. That drew the penalty. And after 2 periods, it is the Soviets 3, Team Canada 2 here at the Copps Coliseum in Hamilton. Канаде нужно отыгрываться, но с шайбой СССР и Грецкий откровенно фалит на Пряхине, а Грецкий нельзя удалять. И через несколько секунд Фетисов под давлением ошибается и отдает шайбу Грецкий, но Белошейкин на месте. Lets a weak shot go wide. Copy back for Canada. Tries to clear it. Howard Chuck races after it. Fetisov is there. Fetisov for the Soviets. Loses to Gretzky. Gretzky shoots right on. Fellow shaken with a save. Лемье откровенно фалит на Фетисове у борта. Свистка нет. Вячеслав без клюшки. СССР отбивается, и Быков летит в контратаку. Но Фюр справляется. Mario Lemieux in. Knocks a man down centered. Another Soviet player down and injured. Here's Murphy centering. Gusarov cleared it. Murphy again. Shot hit Fetisov. Now in behind the net. Drop for Canada. Centered it. Claude Lemieux a whack at it. And Bekov breaks away for the Soviets. Bekov moving in. Shoots. Kick save. Rebound. Don't stop a man. Канада не может прижать СССР к воротам, хотя им нужно отыгрываться. Идет равная игра. Фетисов в очередной раз остался без шлема. Отдал пас Касатонову, но Алексей с неудобной промахнулся. Fetisov stepped into him and got the worst of that as he lost his helmet. Kasatonov now trying to clear it. Comes in front, and here's Fetisov, who for the second time in the game has had his helmet knocked off. Delarionov to Fetisov. Fetisov to Kasatonov. Cutting in, backhander, he shot it just wide. В середине третьего периода Кроссман на пятаке бьет Ломакина, но удаляют именно Ломакина. Тихонов уже смеется и качает головой. Actually, it was Lomakin. This is the Labatt Canada Cup on CTV. Грецкий в большинстве за воротами в своем офисе долго смотрит, кому отдавать, и в итоге хитро бьет в ногу Гусарова для рикошета. Месье вскидывает руки, но шайба не зашла в ворота. Gretzky trying to get it in front. Messier is there, but well covered. Gretzky still with it. Now spot sports, they score from behind the net, I believe. No goal, says Noah. Закончилось штрафное время Ломакина. Тут же удаляют Каменского. Можете кто-нибудь объяснить за что? Уже Фетисов говорит с судьями, и Фетисов вместе с Тихоновым. Видимо, удаляют, пока не сравняется счет. Но в этом большинстве канадцы играли ужасно и ни разу даже не смогли расставиться в чужой зоне. И поэтому получили от зрителей бурю негодования. Now Murphy for Team Canada. За 2,5 минуты до конца канадцы все же сравняли счет. В сутолоке на пятачке Грецкий оказался самым расторопным. 3-3. Doug Crossman moving in, centers, Messier fired it in front. Oh, Anderson almost scored. They score! Crossman ties this game up. There's the bench empty. Everybody off the bench. И тут же за 2 минуты до конца сборная СССР еще чуть было не проиграла. С убойной позиции бросал Мёрфи, но Белошейкин выручил. Final game at the Montreal Forum. Here's Gretzky stealing. To Howard Chuck, who
was open, but couldn't control it. Now Gretzky. Out in front, stick handling in. Couldn't get the shot off center to Murphy. Bellows shaking a big save. Этот матч получился как разогрев перед финалом из 3 игр между этими хоккейными сверхдержавами, который потом станет величайшим хоккеем за всю историю игры, по мнению многих. Сергей Светлов, который из-за травмы не сыграет потом в финале, забивший здесь 2 шайбы, был признан лучшим игроком матча в составе сборной СССР. Без него третья тройка в финале явно ослабнет, но все это будет потом. Ставьте лайки, если хотите еще великих матчей, и подписывайтесь на канал. До свидания.